9 июня 2022 года отмечается юбилей со дня рождения известного русского царя Петра I. 350 лет. Роль Петра I и его реформ для истории России огромны. Как рассказать в 2 словах? Невозможно. Поэтому сегодня поговорим о другом. Петр I родился в Москве, но древнюю столицу, как известно, не любил. Хотя москвичи ему даже памятник поставили недавно в Москве. Петр I был любопытный, и он отправился в Европу, чтобы посмотреть, как там люди живут, а не только в России. В Европе Петр не только отдыхал, но и изучал страны европейские, мотал на ус, как мы говорим, то, что можно потом привезти из дальних стран. И когда он вернулся домой, он с огромным энтузиазмом стал продвигать новые идеи и новые проекты на родине. Петр стал развивать металлургию, тяжелую промышленность на всей территории России. Началось все со строительства заводов. Потом на заводах стали работать люди, соответственно, люди приехали туда, и потом на этом месте стали появляться новые города. Так, благодаря Петру начали развиваться даже самые далекие уголки России. Ну, посмотрим, какие же города на карте России появились благодаря такой активной деятельности царя Петра. В районе Урала, как известно, очень много полезных ископаемых. Поэтому именно в этих Уральских горах были построены самые большие промышленные металлургические заводы. Заводы, которые работали с железной рудой, с железом. Это, например, город Каменск-Уральский. Другой крупный город – Навьянск. С Урала перенесемся в другой регион, западнее. Город Липецк тоже появился благодаря Петру Первому, благодаря заводу, который здесь был основан по его приказу. Из Липецка отправимся в Северной области, в тот район, который сегодня называется Республика Карелия. Столица Карелии – город Петрозаводск. Кстати, название города связано непосредственно с именем и деятельностью Петра. Петрозаводск. В Петрозаводске по приказу Петра I был построен оружейный завод. И позднее, в XVIII веке, это поселение около завода получило статус города. Я там была, кстати. Вернемся снова в Сибирь. Город Нижний Тагил, известный сегодня промышленный центр. Завод, построенный в Нижнем Тагиле, Тагильский и Выйские заводы производили железо. И, конечно, нельзя не сказать про город Екатеринбург, уральскую столицу, самый главный город Урала, который появился в этом месте благодаря Петру Первому. Это были заводы. А теперь перейдем к крепостям. Крепости, которые были построены по приказу Петра I для обороны границ страны. На юге была основана одной из первых крепость Таганрог. Эта крепость, заложенная Петром I, потом превратилась в город и стала уже торговым портом. Кстати, на набережной Таганрога стоит памятник Петру I, который поставили
по инициативе русского писателя Антона Павловича Чехова в конце уже XIX века. Чехов родился как раз в Таганроге. Из теплого южного Таганрога отправимся на север, на Финский залив. Здесь Петром I была основана очень известная крепость, которая называется Кронштадт. Петр I сам заложил основы этой крепости, которая потом превратилась в очень крупное укрепление и потом тоже стала городом. В начале XX века в Кронштадте построили огромный морской собор. Город Кронштадт и Кронштадтский собор поражают своей красотой и летом, и зимой. Особенно поражают зимой, потому что, посмотрите, очень холодно, но очень красиво. Совсем в другом районе России, в Алтайском крае, в Алтайских горах, тоже была заложена военная крепость, и потом эта крепость превратилась в город Бийск, река Бия. И эту крепость я видала, точнее, этот город, крепости там практически не осталось. Но сейчас это такой небольшой провинциальный город Алтайского края. Но самая удивительная история произошла с крепостью на реке Неве. Крепостью, которая потом превратилась в огромный прекрасный город, известный сегодня как Санкт-Петербург. Любимое детище, любимое творение царя Петра. Петр для строительства своего нового любимого города, который потом стал столицей страны, приглашал лучших архитекторов и инженеров из Европы. И поэтому сегодня мы можем любоваться этим прекрасным городом благодаря, конечно, идее его основателя. Петр I много работал, но находил время и для отдыха. Были построены специальные резиденции для царского отдыха. Например, в городе Сестрорецк, который и сегодня является очень популярным курортным местом для особенно летнего отдыха. А первоначально там была царская резиденция, куда Петр приезжал отдыхать. Ну и, конечно, одна из самых известных летних загородных царских резиденций – это место на берегу Финского залива, которое называется Петергоф. Петергоф знают во всем мире тоже благодаря изумительным дворцам, благодаря огромным паркам. И главное украшение Петергофа – это, безусловно, невероятные фонтаны, которые украшают весь парк. Люди специально приезжают в Петергоф гулять и восхищаться всей инженерной системой, благодаря которым и, собственно, появились эти фонтаны петерговские. Ну что, теперь вы сами увидели, как Петр I хорошо знал свою страну. Надеюсь, вы смогли также оценить и как много сделал Петр для развития своей страны и особенно ее дальних, далеких регионов. Виват Петр! С юбилеем!